Всем привет, друзья! Ну, как обычно, снова на рыбалке. Вот, пришел я снова на свои любимые места, друзья. У нас сегодня погодка, в принципе, отличная. Смотрите, солнышко пробиваться пытается. Вот, обещали нам небольшой снежок. Вот, ну все, посмотрим. Легкий ветерок такой. Погода в районе -2. Вот, ну, посмотрим, как она себя покажет, эта погода. Вот. Буду я сегодня ловить на удочку. Поставлю я 3 жерлички, взял с собой. Не стал много брать, потому что последнее время клев на жерлице здесь сошел на нет. Вот. Ну и в принципе нам много-то и не надо. Я взял 3 жерлички. Так уж на случай хорошей активности щуки все равно она мои жерлицы найдет при желании. Вот. Но на предыдущих рыбалках сработок было много, но поголовно все были пустые. Либо просто бросала, либо сдирала живца. Но не суть. Вот. И, друзья, у меня сегодня еще будет небольшой такой обзорчик моей обновки. Вот. Но все по порядку. Для начала ставим жерлицы, уходим на место, где будем ловить латвичку, ну или кто-то там, кто будет попадаться. Вот, пробовать на удочку, и там уже на месте обо всем по порядку поговорим. Все, не переключаемся, друзья. Ну что, друзья, поставил я 3 жерлички, вот, выставил, перешел на другой пруд, разбурился немножко, тут лунок 15-20 пробурил, вот, пробежался с подводной камерой, отметил лунки, где уже рыбка есть. Вот, ну и хорошо, пока оставляю. После этого, как нашел, пробурил рядом еще серию лунок, чтобы обходить их все. Вот, и пока их оставим в покое. Вот, а сейчас, друзья, будет самое интересное. Я хочу вам показать палатку, которую я совсем недавно приобрел. Вот, и приобрел я ее с вашей помощью. Ну, по крайней мере, некоторые друзья, некоторые подписчики вот, из вас очень активно помогли. Кто-то хотел, но не смог помочь, и им тоже спасибо. Вот, ну и, соответственно, тем, кто помог финансово вот, в приобретении мной вот этой самой палатки, этой самой покупки. В общем, купил я палаточку. Палаточка, точно как она называется, я не знаю, так как я покупал ее с рук. Вот, ну, можете название посмотреть в интернете, в принципе, ничего сложного. Это зонд, двухместная палатка, однослойная. Вот, ну все, давайте, друзья, посмотрим, разберем ее. Разберу я ее при вас. Раскладывал я ее один раз дома в квартире, еле убралась она у меня, правда. Вот. Все, на рыбалку я не увозил, обзор еще пока не делал на нее. В общем, она будет сегодня у меня первый раз раскладываться именно вот на водоеме. Ну что, друзья, смотрим. Ну что, друзья, вот так вот она у меня разложилась. Ну, у меня еще, правда, маловато у меня опыта. Вот, но я осторожничаю, пытаюсь, чтобы где-то что-то не загнуть. Но вроде как получилось, друзья, смотрите. Вроде разложилось. Все как бы хорошо, ничего не скривил. Такая вот палаточка. Здесь что-то зацепилось. Но это сейчас мы все посмотрим. Прищемился материал. Вот, а так смотрите, все отлично, все хорошо.
Давайте внутрь зайдем. Вот так вот здесь внутри. Да, тут немножко прищемилось. Сейчас отцепим. Вот, друзья, такая вот палатка. Ее еще можно растянуть. Вот, ну и смотрите, здесь, ну, вдвоем на ящике посидеть. Лунки. Такая вот тут двухсторонняя молния. Такая. Ну, молния такая. Да, вроде как. Все хорошо. Вот так, друзья, это все закрылось. И смотрите, вот она. Классно. Светлая палаточка. Вот, смотрите, есть вот тут кармашек под удочки или подо что-либо. Вот. Сильный низ. Вот здесь вот вентиляционное окно. Можно даже поставить какую-нибудь тут трубу, если надо, либо просто открыть для ухода там угарного газа там от газа. Так, ну что, друзья, классная палаточка. Вот какая. Ой, я сижу на вытянутую руку, даже не краю. Вот. Размер у нее должен быть, по-моему, что-то 2 на 2 примерно. Вот, ну, так в принципе и есть. Вполне хватит, друзья, сесть вдвоем на ящике и тут пробурить 3-4 луночки. Вполне за глаза хватит. И так вот уже залез. Сегодня солнышко у нас. Погода классная. Уже сразу здесь теплей. Ветра нет. И уже, блин, ну, как будто в помещении уже. Ну, в общем, в любом случае классно. Тем более, что покупка эта обошлась мне не так, как в магазине. С рук, соответственно, дешевле. Но, в принципе, никаких повреждений я не вижу. По крайней мере, пока. Ни в замках, ни на соединениях. Материал не порванный. Так, немножко попачканный, но это, скорее всего, ржавчина. Вот здесь замочки эти железные. Вот, ну, а так, друзья, смотрите, я не знаю, что тут еще показывать. Сам материал закреплен на такие вот завязки. Вот здесь под замочки сделано уплотнение. Я так понимаю, материал это Оксфорд. Вот, ну что, больше не знаю, что рассказать. Все классно, друзья. Сейчас пойдемте на улицу. Сейчас. Вот, друзья, дал мне человек еще колышки в комплекте. Вот, но он говорит, в комплекте их вроде как не было, не знаю. Вот, и здесь на юбке и на самой палатке по бокам вот, есть такие завязки. То есть на случай ветров там растяжки делать, затягивать. Вот такая вот юбка. Довольно-таки такая, смотрите, друзья, большая. То есть прикрыть ее снегом и поддувать ничего не будет. Такая вот она. Юбочка. Вот. Вот, друзья. Вот, друзья, вот такая вот обалденная покупка у меня. Вот, делюсь с вами своей радостью. Смотрите-ка, у нас погодка разгулялась, вылезло солнышко. Прям сегодня погода благоволит. Вот. И что еще могу сказать? Сегодня я хочу друзья, половить. Ну, как видели или не видели, у меня сегодня под живца ведро я не взял. Живец у меня дома есть в достаточном количестве. Вот, немножко ветер тут дует. Вот. Буду я сегодня ловить живцевые размеры. Постараюсь отпускать. Вот, но хочу, друзья, знаете, что попробовать? Хочу попробовать сделать консервы рыбные из своей рыбы. Домашние консервы в духовке. Вот. И для этого, соответственно, мне нужна рыба. Вот. Сегодня я попробую, по крайней мере, напрягу все удочки, чтобы наловить как можно больше рыбы. Вот. И сделать и показать вам свой первый опыт в изготовлении домашних консерв.
Но пока, друзья, об этом рано загадывать. Не будем забегать вперед. Для начала ловим рыбу. Все, друзья. Сейчас я складываю палатку назад. Сегодня, вон, смотрите, какая классная погода. Я думаю, не стоит сидеть в палатке, да и не получится. Глубины здесь полметра. Рыбка под нами, если даже и будет в одной-двух лунках, но недолго. Вот, это уже проверено. Здесь по лункам надо бегать. Вот. Ну все, будем бегать, друзья. Будем искать, будем пробовать, будем ловить и будем снимать и показывать вам. Не переключаемся. Давайте уж заодно тогда я покажу, как у меня получится сложить эту палатку. Вот. Ну, так, чтобы уж был, так сказать, полный обзор, да. Вот, сейчас я буду складывать при вас их. Вот и все, друзья. Даже я, который раскладываю второй раз, справился с этой задачей буквально за пару минут. Я думаю, в дальнейшем будет все быстрее. Да и уж куда быстрее-то. Отличная палатка, друзья. Вот такая. Еще раз большое всем спасибо, кто подсказал, где взять, кто продал, так сказать, эту палатку. Ну и, соответственно, большое спасибо всем, кто помог собрать деньги для этого моего приобретения. Все, друзья, мы собрали, начинаем ловить. Друзья, прям, можно сказать, на глазах сработала жерлица. Первая сработка сегодня. Ну и пойдемте посмотрим, что нам принесет сегодняшний день. Но поклевка — это уже хорошо. Ну, друзья, первая поклевка была на удочку. Тоже я уже пару небольших рыбинок поймал. Ну, начало есть. Я думаю, что будет и продолжение. Смотрим.
тоже жерлицу. Вот такая вот щурогайка у меня сбивала живца. Вот такая вот. Но вроде не пострадала. Будем ее отпускать, друзья. Такая вот щучка. Ну все, друзья, ждем дальше, ловим пока плотвичек, окунишек, кто попадется. Вот, и надо немножко тогда взять живчика. У меня осталось 2 штучки. Было уже 2 поклевки. Одна вот такая вот щурогаечка. Она не пострадала. Ну, по крайней мере, не сильно, жить будет. Ничего у нее там не повредилось. И мы ее отпустили, пусть подрастает. Приходит килограммовая хотя бы. Все, пошли искать рыбу на консервы. Что, друзья, пора закругляться. Погодка, конечно, разбушевалась не на шутку сегодня, блин. Снежище валит, блин, капец. У меня
рыбу всю завалило, даже не знаю, всю собрал, не всю. Вот, но что-то я припозднился, надо было пораньше ее собирать. Навалило так нормально, хлопья такие летят. Сейчас вот стал поменьше. Думаю, блин, надо быстрее снять, иначе потом всю камеру намочит. Ну что, друзья, наловил я в принципе нормально сегодня. Я так думаю, на пару банок консервов я наловил. Такой вот улов. В принципе нормальный. Это, чтобы у меня уже в пакете собрал. Такие плотвички попадались хорошие. Окушки вот есть. Вот, ну в общем, вот так вот в пакете. Вот так вот. Ну, я думаю, килограмма полтора, думаю, поймал. С жерлицами сегодня похуже. Было 3 поклевки. Вот. Одна реализована, мелкая щучка, ну, соответственно, не поранилась, и мы ее выпустили подрастать. Все, друзья, надо шлепать к машине. Снег валит, блин, красота. Наконец-то, может, хоть навалит снежку. Ну все, друзья, вот такая вот получилась рыбалка. Кому понравилось, сами знаете, что делать. Кто не подписан, соответственно, подписываемся. Ну а так, отличная была рыбалка. Провели время на природе. Снежочек, блин, ну красота. Рыбку поймали. Вот. Показал я вам палатку. Отличная палатка. Спасибо еще раз всем, кто принял участие в покупке этой палатки. Ну а так, все, друзья. Вот, кстати, хожу я сейчас вот в таких наколенниках. Сшил я себе такие наколенники. Вот, смотрите, обалденные. Вот, хотел купить, но что-то, блин, ценник такой на них, обалдеть. Вот, сшил обалденные коленки, зато не сырые. Вот, ну все, друзья, всем счастливо, всем пока, увидимся на рыбалке. Ни хвоста всем, ни чешуи.